Привет, мои дорогие друзья! Все, кто наблюдают сейчас за заявлениями Дональда, нашего любимого Трампа, думают, что что-то с ним не так. Многие, во всяком случае, полагают, что, может, он сошел с ума и так далее. Но у нас, вы помните, есть версия по поводу того, что он говорит одно, думает другое, делает третье, и что неизвестно, что он скажет завтра. Да? При этом я должен заметить, что некоторые страны, такие как Китай, то есть такие ничего не решающие в мире, Китай, Бразилия, Индия сейчас, наблюдая за тем, что он заявляет, вполне возможно чешут голову и полагают, что это полный неадекват близится, и, наверное, не стоит заключать какие-то соглашения и договоренности, а надо просто держаться подальше, объединяться в свои союзы, в том числе военные. Потому что некоторые страны БРИКС, если они перестанут поставлять нефть, то будет всем плохо. И может быть в первую очередь Штатам. Однако об этом как будто никто не думает. Смотрите, когда я опубликую это видео, возможно, Трамп уже сделает свое заявление. Поэтому, надеюсь все-таки, что вы увидите видео раньше. Трамп анонсировал супермощное заявление. От этого уже полезли вверх цены на нефть и на все остальное. Они, в принципе, не останавливались. Плюс золото скакнуло. И все остальное, возможно, скоро скакнет, потому что Трамп обещает развал России. Он будет рассказывать, как он ею разочарован и собирается что-то предпринять в ее адрес. Заявление этого в Киеве ждали едва ли не с большей тревогой, чем в РФ. Несколько дней журналисты пытались, бились для того, чтобы понять, а что же он такого скажет. Потому что он несколько раз уже всех ангажировал этим. Я сделаю заявление, такое будет заявление. Предположение. Трамп мог бы передать Киеву ракеты большой дальности, которые способны дотянуться до Москвы. Но есть одно но. Вот я когда это читаю про эти ракеты, которые могут дотянуться до Москвы, я думаю, томагавк, да? Имеется в виду томагавк. Но для того, чтобы томагавк дотянулся до Москвы, да, то нужны еще и корабли, с которых этими томагавками можно пулять. И, конечно же, Трамп мог бы подгрузить европейских лохов, а все это будут оплачивать европейские лохи, уже говорится это прямым текстом. Слово лохи не употребляется, но все и так понимают. Они бы могли и корабль, конечно, купить какой-то для передачи Киеву, но как этот корабль пройдет, куда ему надо, и как его не атакуют шахеды, то такое. Поэтому все-таки сильно сомневаюсь. Но доля правды в этих слухах таки была. Трамп решил поставлять Украине средства поражения, но не на благотворительной основе, а за оплату. Это бизнес для нас, мы отправим им различные образцы современного оружия, они нам за это заплатят 100%. Это, конечно, очень сильно порадовало избирателей Трампа, ведь они именно этого и хотели. Я кавычу, и сейчас у меня легко читаемый сарказм, потому что от этого припухли и люди из окружения Дональда Трампа, такие как небезызвестный Карлсон, да, Маск, то понятно, и все, там многие припухли от этого, потому что раньше Трамп не соглашался поставлять такого рода вооружение даже на коммерческой основе, желая достигнуть сделки с Российской Федерацией. Для чего ему нужна была сделка? Для того, чтобы исполнялась другая сделка, которая заключена с Киевом, а именно, чтобы он мог пользоваться теми всеми минералами и редкоземами, которые находятся в украинской земле. Почему он настолько поверил Линдси Грэму, человеку абсолютно гениальному, да, который сейчас продвигает законопроект о 500% тарифах, вторичные санкции, да, которые, скорее всего, положат сами Штаты на лопатки. Поэтому я до сих пор не верю, что этот законопроект будет внедрен в жизнь. Почему он ему поверил, что это будет просто? То есть достаточно было взглянуть на карту. Я понимаю, что думал Трамп. Трамп полагал приблизительно следующее. Я прихожу, я шеф, я говорю стоп, и опа, заморозилось. Смотрите, вот эти месторождения находятся под контролем Киева, мы их забираем себе, потому что там совместная добыча. Забрали себе, разрабатываем все. Не вышло так, не вышло. И понятно, что месторождения отходят постепенно, и чем больше проходит времени, тем больше их пока-пока. Но почему он поверил, что в это вообще можно будет разрабатывать? Понятно, что бесплатно отдали, но все-таки, Он также решил прибирать еще и инфраструктуру к рукам. И я читал новости о том, что в Одессе там уже кое-что вроде как отошло. И как раз таки
Может быть, под это готовятся некие военные операции для того, чтобы Киев взял под контроль отдельные территории, которые будут позволять, как бы так помягче сказать, осуществляться судоходству. Да? В общем, есть такая история, что вроде как планируется такая операция. Может быть, Келлог даже будет участвовать в ее планировании, как это тупо не звучит. Вот. И Трамп решил, ну ладно, будем извлекать какую-то пользу хотя бы из торговли оружием. Лохам будем напихивать за обе щеки, а они будут передавать Киеву. Ну и, конечно же, уже речь идет и о патриотах, и, возможно, о чем-то более серьезным и дальнобойным. Остается открытым вопрос, откуда возьмутся деньги. Трамп говорит, что за все заплатит ЕС. Но из каких средств? Из кармана налогоплательщика, как это делается обычно, или из замороженных российских активов. Еще рассказывается о том, что Трамп, мол, может распорядиться какими-то 5 миллиардами. У него якобы есть полномочия, чтобы изъять 5 миллиардов и передать их Киеву, но решение он не принял. И понятно почему. К продаже американского оружия в Российской Федерации были готовы, а вот к изъятию активов нет. Почему? Потому, хоть и обсуждали это, потому что изъятие активов это переход действительно красной линии. Не коричневой линии, как там говорят, не коричнево-желтой, еще какой-то, а на самом деле красной линии, потому что после этого никаких правил вообще не существует. Ибо будет показано полностью, это то, что сейчас демонстрируют, к примеру, там, суды международной юрисдикции. То есть такие вещи происходят, которые раньше во сне не могли присниться. А если начнут отбирать чужие активы, даже если это активы Российской Федерации, даже если это активы кого угодно, но это противоречит международным правилам. И Штаты, нарушая это, переходят линию, после которой все, я думаю, серьезные игроки начинают смотреть на Штаты. Типа они раньше так не смотрели, скажете вы. Да. Это будет полный возврат к холодной войне, конечно. Сенатор Грэм, это архитектор этого потужного санкционного пакета, разразился речью о том, что готовящийся закон позволит на усмотрение Трампа вводить пошлины в размере до 500% против покупателей нефти и других товаров из РФ, таких как Индия, Китай и Бразилия. Это действительно кувалда, доступная президенту Трампу, чтобы положить конец этой войне. И еще он рассказал про рекордный пакет с оружием, который позволит Киеву защищаться. Защищаться это очень хорошо. Но вводить вот такого рода бред относительно 3 таких слабых экономик, как Индия, Китай, Бразилия, и эта кувалда ударит по кому, интересно узнать. Я серьезно, я говорю, что мне уже даже хочется на это посмотреть. Такой, давайте, вводите. Хватит болтать, вводите. Я хочу посмотреть на это. Но пока что, правда, на вопрос о санкциях Трамп прямого ответа не давал. Просит журналистов сначала дожить до понедельника. В конце концов, если закон примут, то будут введены еще и ограничения им же. Зато Штаты уже долбанули торговой кувалдой по европейским союзникам, которые слишком много зарабатывают на экспорте в США. Европейские союзники в своем куколдийском стиле, конечно же, поугрожают что они что-то будут в ответ что-то, но в итоге, конечно же, схавают это. Я вам должен сказать так, как европейский налогоплательщик, меня абсолютно не устраивает то, что никто не спрашивает, что они делают с деньгами, с этими налогами. Проблема-то в чем? Если бы это позволило Украине положить конец войне, это одно, но это просто позволит отсрочить конец, который всем понятен. Сколько это будет стоить еще жизней, я не говорю за деньги, да хрен с ними, с деньгами, жизней. Потому что воевать неким, при учете том, что потери плюс-минус одинаковые, но мобилизационный потенциал совершенно различный, вы понимаете, к чему дойдет? 18-летний уже мы слышим. Потом будет высылка, наверное, из ЕС. И что дальше? 16-летние пойдут, Гитлер-Югенд. Вот в чем огромная проблема, потому что торговать-то это хорошо, но это торговля на смерти. И очень показателен визит в Киев любимчика Киева Кита Келлога, который на днях призывал организовать для Украины новый план Маршалла. В офисе президента радуются, потому что к ним прибыл не ревизор, а кто-то, у кого можно будет выпрашивать, обнимать и все такое. Ожидается, что он пробудет в стране целую неделю, заслушает доклады военных, спецслужб,
в ходе которых ему предоставят подробную информацию о потребностях передовой. И уже была показательна встреча, Ермак лично прибыл, знаете, там каких-то там президентов каких-то балтийских этих самых, никто там не встречает особо. А тут Ермак прибыл, они обнялись с Келлогом, просто настоящие братья. Или как брат и сестра, скажем так. Тот же самый Келлог в свое время предлагал немножко другие варианты выхода, а именно заморозку. Сейчас об этом никто не вспоминает. Заморозку фронта, приостановку пути Украины в НАТО, снятие санкций с России. Зато украинцы поддакивают сейчас, говоря о том, что стамбульский формат уже себя исчерпал. Типа россияне хотят превратить его в очередную бестолковую говорильню типа Минска. Что нафиг происходит? То есть уже мы говорили об этом много раз. Первый вариант — это то, что Трамп свою позицию сильно не изменил. И то, что он говорит публично, надо делить на 10, а то и на 18. И он реально хочет усадить Путина и Зеленского за стол переговоров и все решить. Но сейчас он решил давить на Москву для того, чтобы добиться вот этой своей цели. А он типа по-прежнему в глубине души видит в Путина партнера, а в Зеленском препятствие на пути к миру. И вот если раньше он давил на Киев, то теперь он думает, из Киева сок потек, Зеленский облизывает ему ноги, то он решил подавить на Путина и немножко, возможно, не рассчитал силы, потому что в ответ последовало нечто не то, на что он рассчитывал. И Киев скоро или завалят оружием, или, может быть, Трамп опять перекроет краник к Зеленскому. Это не важно. Важно позиционирование по отношению к Российской Федерации. Мы можем понять, когда случилась такая метаморфоза с Трампом. После маленькой, короткой войны в Иране он реально почувствовал, что ему море по колено. При этом удары по ядерной инфраструктуре многими серьезными игроками в мире были восприняты как нечто достаточно беспредельное. Все смогли увидеть, на что готовы ради собственного пиара и защиты корешей. А вот второй вариант у нас, друзья мои, плохой. Он многим может не понравиться. Как не нравится он людям из окружения Трампа, которые публично сейчас начинают говорить: стоп, что-то мы не туда завернули. Вполне возможно, что Зеленский настолько хорошо залезал, у него опыт есть в этом, что Трамп на самом деле пересматривает приоритеты. То есть сейчас Зеленский тоже готов воевать сколько угодно, чтобы его не снесли. А в свое время мы прекрасно помним, почему его избрали. Потому что он готов был на все ради мира. И если мы видим копию, не хочется это говорить, потому что то вообще ничтожество, но вот в плане президентства и предвыборных обещаний, если мы видим ту же самую историю, которая была с Зеленским, то это грустно. Фракция, известная как МАГА, рассчитывала после избрания Трампа увидеть массовые депортации иммигрантов и услышать правду по делу Эпштейна. Но вы знаете, это грязное дело, в которое мы углубляться не будем. В итоге они услышали, что да не было никаких записей Эпштейна, а амнистия объявляется для тех нелегальных мигрантов, которые работают в сельском хозяйстве. А в качестве утешительного приза для тех, кто на это рассчитывал действительно на борьбу с нелегальной миграцией, на все, и на сосредоточение на внутренних проблемах, им в качестве утешительного приза говорят: смотрите, мы будем поставлять оружие в Украину. Они говорят: мы за это не голосовали. Мы за это не голосовали. Если так пойдет и дальше, то вполне возможно, что Илон Маск, который свою третью партию задумал, не так уж и фантазер. И вполне возможно, что он сформирует такую себе золотую акцию, то есть небольшую парламентскую фракцию, которая не позволит ни одной из партий получить большинство. Интересно при этом, что замминистра обороны, на которого возлагали ответственность за заморозку поставок оружия Украине, остается при своем мнении, продолжает оставаться при своем мнении. И он считает, что если потакать запросам Киева, то тогда и без того истощенные запасы Пентагона скоро вообще сведутся к нулю. И в интересах Вашингтона высвободить все возможные ресурсы для противостояния с Пекином. Во что это все может вылиться? Разумеется, что для Кремля станет очевидным, если на самом деле Трамп сейчас увидел союзников в киевской власти. В тех самых, которых прямо говорили, наркоманы,
коррупционеры, в тех самых, которых мочили статьями вот только-только. Ну не только же в Ермаке дело, но не Ермак же самый главный все-таки. Хотя, может, и Ермак. На самом деле, если это так, и если действительно Трамп сменил свои там приоритеты, то в Москве тоже поймут, что ни о каких дипломатических вариациях речи быть не может. И нового главу штатов хватило на полгода со всеми обещаниями, которые оказались тщетой. Таким образом, эскалация будет продолжаться. И все это, ужас этот продлится еще несколько лет, истощая всех. Ну, конечно, Украину истощая в плане народонаселения. Ну и Россию тоже. Ну, в общем, это будет продолжаться в таком случае. И во что выльется? Опять-таки, военную победу Украины? Нет. То есть сейчас Киев может праздновать, если все так, как мы думаем по второму варианту, небольшую дипломатическую победу, потому что им удалось вылизать благосклонность Трампа. Чем закончится? Сама дискуссия о дальнобойном оружии противоречит одному из ключевых трамповских обещаний – не допустить Третьей мировой войны при его президентстве. Ибо удары таким оружием могут спровоцировать Российскую Федерацию. Я не люблю вот этих слов, спровоцировать или что. Могут просто вызвать ответ со стороны Российской Федерации, которая видит, что красные линии стираются, и возможен удар ядерным тактическим оружием. Если нет никаких линий и никаких правил, то вполне возможно, что это тоже будет нарушено. Что тогда? Тогда имидж Трампа как миротворца будет уничтожен полностью. Полностью, окончательно. Хочется надеяться, что Трамп отлично все это понимает, и все-таки мы имеем дело просто с такой театральной постановкой. Известно также, что в разговоре с Трампом Путин, как будто бы, это сообщает западная пресса, сказал, что нет, мы будем идти до конца. И в подтверждение своих слов начались там удары, усиленные удары по Украине и все такое. Так ли это, не так ли это, я не знаю. Но я знаю одно, что выбирать себе в союзники вот этих чепушил было неверно. Одно дело мирить равноудаленно, оказывая давление на обе стороны. Другое дело начинать лобызаться с теми, о ком вчера говорили, что это наркоманы, коррупционеры, воры, которые привыкли только получать и выпрашивать. Это, конечно, наводит на размышления грустные. Продолжаем рассчитывать на то, что Трамп, наверное, это все-таки понимает. Если нет, то готовимся. Пока, дорогие друзья, наблюдаем.